мы будем рассматривать связь с ароматами и роль ароматов в восстановлении здоровья, да? Помощь при неврозах и при заболеваниях. Но прежде чем мы будем говорить о обонятельном анализаторе, нам надо иметь вообще-то представление, а как же вообще работает мозг. Согласны? Да. Мы, допустим, покупаем какой-то прибор в магазине, да? И на него имеем инструкцию, да? Ну, которую тоже читаем, когда уже сломается зачастую прибор. Да. И нас выпускают в эту жизнь, совершенно не давая знания, как же правильно себя эксплуатировать, чтобы быть здоровыми. Вот если семья покупает щенка за $5000, она тут же книжку покупает, как его кормить, как с ним обращаться, вот, и инструктору его, да, чтобы его воспитать правильно, вот. И только человек, бесплатно рождаясь, приходит в этот мир и совершенно не знает, как правильно себя вести, чтобы сохранить себя в этом мире и эволюционировать. И он зачастую даже еще и не подозревает, что он должен эволюционировать в этом мире. Поэтому я сначала хочу дать вам такой экскурс по работе мозга. Как идет обработка информации. А потом мы уже на эту канву разберем, как работает обонятельный анализатор. Получаем мы информацию через что? От окружающего мира. Через органы чувств. Через органы чувств, да. 5 основных. Да, 5 основных органов чувств. Какие? Да, вкусовая. Вкусовая. Да, еще вкусовая, да. И мы совсем не говорим о вибрациях. А иммунная система тоже реагирует же на все. Это 6-е чувство. Да, это чувство и вибрации. Вот, но мы как-то его всегда упускаем. Оно проводится через кинестетику, вот, и через мышцы, связки. Вот, и оказывается, что рецепторы вибрации, они быстро адаптирующиеся. И мы ее ощущаем, вибрацию, иногда как мандраж в новой ситуации какой-то. Говорят мандраж вот на высоте или еще что-нибудь, да? Или в новой ситуации какой-то страх, какой-то вот это подрагивание, все это, и потом это быстро проходит. Мы уже осваиваемся, и все проходит. Мы живем в мире вибраций, совершенно этого не замечая. Об этом написано в Ведах, что здесь все на вибрациях записывается, все то, что происходит, это все, это мы слышали, это все. Вот, но мы как-то к этому не обращаемся. И мы не замечаем вибрации, как мы не замечаем воздуха, да? Или, наверное, как рыба не замечает воды. Это ее стихия, она там живет, и ей там хорошо. Вот это вот все органы чувств. Все чувства, они же волновые, да? Звук – это волна, обоняние – это химическое, да? Дистант-рецепторы воспринимают молекулы какого-то вещества, вкус тоже, да? Вот свет – это электромагнитные, да, колебания, звуковые волны, все это. В органах чувств происходит перекодировка в нервный импульс. И дальше уже в мозге информация передается только трассирующими электрическими импульсами. То есть мы там имеем какие-то структуры, которые имеют отношение к долговременной памяти, к эмоциям, мотивациям. Вот. Но все это электрические импульсы. Информация мозгом обрабатывается электрическими импульсами. То есть все импульсы поступают на первый блок, это ствол головного мозга. И здесь идет первичная обработка, здесь структуры, которые имеют отношение к долговременной памяти, к эмоциям, мотивациям. Здесь дыхательный центр, автономное устройство, здесь сосудодвигательный центр. Здесь все структуры, которые имеют отношение к регуляции гормональной всего организма. То есть на самом деле вот этот энергоблок – это наш биологический компьютер по управлению всей средой организма, внутренней средой, и он вырабатывает энергию как на обеспечение всех органов и тела, так и вырабатывает на программы нашего поведения, на социальную составляющую нашей жизни. При этом каждый орган чувств примерно 20% своих импульсов отдает на подзарядку ретикулярной формации. Это такая батарейка в основании мозга, которая связана со всеми отделами, со всеми слоями коры головного мозга. То есть все зависит от того, насколько ретикулярная формация подзаряжена и активизирована, чтобы информация дошла до всей коры головного мозга. Каждый орган чувств
отдает примерно 20%. Остальное все идет дальше. Идет на блок анализа и синтеза. Вот второй блок, сзади боковая поверхность полушарий. Там идут процессы первичного мышления, обработки информации, создания образов. Образы, ситуацию воспринимаем образно. Программный блок – это лобные доли и полюс лобных долей, интегративный отдел. Программы поведения. Значит, этот блок занимается выработкой программ поведения, предвидения и следит за выполнением наших программ поведения, контролирует нашу деятельность. Вот так работает мозг. И создается такая, в общем-то, интересная картина, что кажется, все так замечательно. Получили информацию, обработали, сделали программу поведения. Хотели как лучше, получилось как всегда. Часто так бывает. Старались, ничего не получилось. Оказывается, тут еще есть одна химия. Во-первых, вот здесь вот в стволе головного мозга идет латеральное торможение. Восприятие у нас идет по типу акцепции. Есть перцепция, когда все воспринимается, да, независимо как. Как у маленького ребенка, скажем, да, вот он не дифференцирует, что он там воспринимает. А у нас по типу акцепции. А восприятие по типу акцепции субъективно. Мы видим только то, что мы научены видеть, или мы можем видеть в данный момент. То, что нужно нам видеть. То есть, если мы стоим, ждем какого-то человека, правильно, и толпа идет, то мы настроены на то, чтобы воспринять этого человека. А то, что идет вот здесь окружающее, это не воспринимается. Значит, здесь идет латеральное торможение, вот здесь вот. И много информации здесь теряется. Это первое. Второе. С органами чувств напрямую связаны только первичные поля в коре головного мозга. У нас там есть первичные, которые, эта информация доходит, вторичные поля и третичные поля. Третичные поля – это субстрат, вот это третичные поля и вторичные. Субстрат речевой, символической, интеллектуальной деятельности. То, что нас делает людьми. Значит, очень важно, чтобы у нас была правильно обработана информация, и чтобы мы создали адекватные программы поведения, нужно как можно больше, чтобы информация через органы чувств дошла до коры головного мозга. А первичные корковые поля только связаны с органами чувств напрямую. Вторичные корковые поля, вот, допустим, вот эти вот поля, зрительные поля, слуховые вот эти поля, осязательные, они получают информацию, уже переработанную в стволе головного мозга, соответственно, фокусу и нашему восприятию по типу акцепции. Уже переработанную информацию. И та информация, которая дошла до первичного коркового поля. То есть уже есть потери. Третичные корковые поля, субстрат речевой, интеллектуальной, символической деятельности. Буквы и цифры – это символы. Вот, они получают информацию только от вторичных корковых полей. То есть то, что дошло туда, тем мы и пользуемся. Получается, первичные корковые поля, они никак не связаны между собой. Нет связей между полушариями на уровне первичных корковых полей. А чтобы информация дошла до вторичного коркового поля как можно более без потерь и до третичного, нужно, чтобы была вот эта ретикулярная формация наиболее активизирована. То есть все органы чувств должны включены в процесс восприятия информации. Все замечательно. Вся система продумана просто замечательно. Нас создали идеально. Что получается на самом деле? Много лет назад читаю у Карла Густава Юнга. Ничего нет, ну не дословно, ничего нет опаснее для цивилизованного человека, как его способность к обучению. Мы не приехали. Вот, значит, образование способствует отрыву человека от его инстинктивной основы. Меня эта фраза очень зацепила, и долго я не могла найти на нее ответ. Думаю, да что, как же? Не верить Юнгу не могу, а
объяснить это тоже никак не могу. Вот. И только когда вот я познакомилась с ноосферным образованием Натальей Владимировной, посмотрела, как формируется функциональная система головного мозга при биадекватном преподавании и при левополушарном преподавании, мне стало многое ясно. Значит, преподавание у нас ведется в слухоречевом диапазоне и используется наглядность. А сетчатка глаз устроена так, что вот сетчатка глаз, да? Там есть палочки. Нам говорили, это сумеречное зрение. И есть колбочки, которые говорили цветовое зрение. А зрение, скажем, это высшая психическая функция. А каждая высшая психическая функция имеет настроечную часть, настроечную и целенаправленную. Прежде чем мы побежим куда-то, соответственно, цели, нужно, чтобы тонус был достаточной мышцы. Точки вот эти не включаются в цветовое зрение. Насчет зрения, да? Вот. То есть уже не вся информация доходит, да, во-первых. Во-вторых, формируется доминантный очаг каждого урока, который не включает периферическое зрение. Основы мыслительной деятельности, я вам говорю фразы из учебника по нейрофизиологии 2005 года «Россия». Основы мыслительной деятельности сформировываются к 17 годам. То есть формируется функциональная система головного мозга. Так? И оказалось, что методика преподавания, она вносит огромный вклад в формирование функциональной системы головного мозга. Я не принесла схемы, потому что это большая лекция, я вам просто поверьте на слово. То есть от урока к уроку у нас используется в основном крен на левое полушарие, потому что речь, слухоречевая память – это левое полушарие. Правое – это музыка. Левое – это ритм. Обратите внимание сейчас на музыку. Где наши Чайковские, где наши Бетховены? Нету. Их нету. Вот это только у. Это левое полушарие. Это вот этот крен, который пошел уже за столетие, уже пошел крен. Ну это первобытным устроено восходящее, ритм. Да. Сейчас мы к этому архаике мы вернемся. Мы к этому идем, да, к архаичному мозгу. То есть на каждом уроке идет крен на левое полушарие. Ребенок приходит в 1 класс, у него работают оба полушария головного мозга. В идеале. Сейчас этих детей мучают, значит, с 5 лет по этим группам развития, заставляют как можно раньше читать или еще что-нибудь. Я считаю, это преступление. Потому что нейрофизиология гласит, что третичные корковые поля, субстрат речевой, символической и интеллектуальной деятельности только сформировываются к 7 годам. То есть до 7 лет ребенок должен вот все ощущать и образами наполнять свой мир, вот окружающим миром. И ароматы, наверное, там тоже не последний это вклад вносят в формирование системы. И вот у ребенка на каждом уроке идет крен на левое полушарие. Правое полушарие не используется, образы не используются. Как мы говорили, звонок с урока. Звонок на урок – это похоронный звон. Звонок с урока – золотая симфония, да? Прозвучала золотая симфония, а еще дети сидят же вот так, моторика же вся, так сказать, подавлена, да? И только слухоречевой диапазон. Вот раньше парты были вот так, и вот звонок прозвенел с урока, и эти вот все подскакивают, и вот так только шарах, вот этим, и так, и все в коридор, да? Потому что по закону индукции после торможения первые минуты растормаживания вот это идут очень активно. Начинаются на уроке, на перемене бегают, потасовки. В восприятие включились оба полушария. А оба полушария обеспечивают генетически детерминированный способ восприятия информации, когда в основе научно-исследовательская деятельность. Выучены все плохие слова, все запомнили, все, что не нужно, да? Звонок на урок, похоронный звон.
Правое полушарие, возбужденное на уроке, не участвует в процессе восприятия информации. Это целая лекция, я вам коротко излагаю. Вот. Получается, в правом полушарии возникает очаг торможения. По закону нейрофизиологии очаг торможения, возникнув в каком-то отделе нервной системы, начинает распространять торможение на другие отделы головного мозга. Начинается что? Засыпание на уроке. Утомление и засыпание. Итак, от урока к уроку на разрыв формируется функциональная система головного мозга. В результате мы получаем не целостную функциональную систему, а вот такую. Вот биологический аспект, помните, и социальный аспект. Вот откуда они формируются. Помните, говорят, биологический аспект личности и социальный аспект личности, а противоречие между ними приводит к неврозам и заболеваниям. Помните такую фразу? Да. Вот. Получается, социальный аспект с левым полушарием связан, биологический с правым, а связь между ними не работает. Потому что связь между полушариями осуществляется мозолистым телом, врач, да? Вот, а мозолистое тело соединяет между собой только вторичные и третичные корковые поля. А если правое полушарие не используется в процессе восприятия информации, то мозолистое тело и не работает здесь. Функционально оно не работает. А как же быть вот те клетки, которые соединяют лимбическую систему с корой? Говорят же, что они есть, и они как раз-таки отличаются. Они все и соединяют. Они все и соединяют. Вопрос в том, используем ли мы эти связи. Когда я прочитала, что основной вход в лобные доли – это программный блок, я-то думала, информация пошла сюда, проработалась и пошла на третий блок. И вдруг я читаю в нейрофизиологии. Основной вход в лобные доли, программный блок, идет из ствола головного мозга, из талямуса. Вот. Из этого подкоркового интегративного центра. Там, где у нас эмоции, мотивации, потребности. У меня был шок. Просто был шок. Я на 2 дня отставила диссертацию и мыла полы и посуду только, чтобы прийти в себя. Потому что получается, что талямус руководит всей нашей деятельности в нецелостной функциональной системе. Мы-то думаем, что мы обработали информацию, да, и выработали какую-то адекватную программу поведения, реализации, а реализации нет. Почему? Потому что первый блок мозга, подавленный в процессе восприятия информации, продуцирует страхи и протестные реакции. Наш мозг, оказывается, способен работать в 2 режимах. Первый режим – это ориентировочная исследовательская деятельность, когда включается весь мозг в восприятие информации на волне интереса, и тогда запоминание идет полным мозгом. Вот. И второй путь – это через органы чувств. Через органы чувств на основе заданных программ. И это восприятие энергетически хуже обеспечено, потому что запуск деятельности идет не на волне интереса, когда включаются все органы чувств и максимально включена ретикулярная формация, а по команде сверху при целенаправленной деятельности не включаются структуры, многие структуры ствола головного мозга, которые отвечают за энергетическое обеспечение. Миндалина гиппокампа, подкорковый интегративный центр, аналог первичных, вторичных и корковых полей в подкорке. Я просто вам даю экскурс, чтобы на этом фоне потом дать обонятельный анализатор. Урок начинается по команде сверху, поэтому ретикулярно другие же органы чувств не включены же. Ни кинестетика, ни моторика, ни вкус, ни ароматы, ничего. Получается, что зрительный анализатор дал немножечко ретикулярной формации, слух, и все. Вот. Получается, что недоактивизированная ретикулярная формация, она
не дает полного бодрствования и активного внимания коре головного мозга. И вот это разрыв, каждый урок, перемена, правое и левое полушарие, оно ведет к истощению внимания. И дети засыпают уже к последнему уроку, они просто засыпают. У них идет блок и все. Вот так понятно, да? Да. То есть недостаточное обеспечение. Почему? Потому что при ориентировочной исследовательской деятельности на волне интереса полностью включается задний гипоталямус. Задний гипоталямус. Это центр бодрствования и активного внимания. А когда он не доактивизирован, вы знаете, что если вертикаль власти не выстроена, находятся партнеры по горизонтали. Так ведь всегда? Точно так же и в мозге происходит. Начинает возбуждаться передний гипоталямус, а там центр сна. И вот идет вот так засыпание, засыпание, засыпание. И тут большая нагрузка на учителя, да? Петя, открой глаза. Вася, ты слушаешь меня или нет, куда ты там это оглядываешься или еще что-то? Поэтому откуда взять здоровье уже учителя, когда он постоянно на вот таком напряжении? А что же происходит со стволом головного мозга и с вот этой миндалиной и гиппокампом, которые, ну, не включены, долговременная память особо не включена в процесс восприятия информации. А миндалина, если она не включена в процесс восприятия информации, и за это гипоталямус, они начинают продуцировать страх, гнев и ярость. То есть, если они не включены. Основа протестных реакций у ребенка. И здесь же начинают образовываться патологические доминанты. Коротко скажу про патологическую доминанту, потому что это нам будет очень важно вот в обонятельном анализаторе. Значит, мозг у нас работает по типу доминанты. Если нам нужно что-то сделать, у нас формируется функциональная система головного мозга, вплоть до реализации задуманного, и тогда доминантный очаг гаснет. То есть, если вот мужчине нужно купить машину, да, срочно нужно купить, вот, и он ее ищет, весь направленный, и все заворачивает, и друзей, и знакомых, и это все это, то есть, работает функциональная система. Вот он купил машину, успокоился, доминантный очаг погас, и следующая программа какая-то начинает разрабатываться. А вот если человек что-то чувствует, скажем, а отреагировать не смог, это в детстве часто бывает, потому что ребенок ущемлен, скажем, а отреагировать не знает как. Нет программы пока. Или взрослый человек, допустим, не смог отреагировать. Вот Людовик XIII сварливый сказал своему министру: тебе следует за это отрубить голову. А тот ему сказал скромно: я не согласен с вами, ваше величество. Больше что он мог сделать, да? Но он отреагировал. А если человек не отреагировал, и там, допустим, сел очаг обиды, да? Вот мы недавно семинар проводили по обиде. Сел очаг обиды. Человек не отреагировал. Он не знает, как за себя постоять, да? Обида осталась. Или очень хорошо воспитан. Или хорошо воспитан, да. Не знает, как сказать. Мы-то вот сейчас вот рефреймингу обучаемся 5 шагам, как правильно сказать за себя, да, не вызвав на себя агрессию, да. Мы же зачастую еще боимся агрессию вызвать, допустим, или в семье, да, скандал какой-то или еще что-то. Сегодня съели, завтра съели. Вот здесь образуется очаг застойного возбуждения. Улавливаете? То есть не отреагирована вот эта система вся, не отреагировала. Возбуждение осталось. Вот этот очаг, это доминанта, патологическая доминанта Ухтомского, если слышали такого. Вот в учебнике по патофизиологии за институтские курсы там буквально вот такой абзац. Все. А это великое знание. Вот Ухтомский очень хорошо ее изучил. Это наш великий физиолог русский, князь и лицо духовного звания. Вот, и он пришел к выводу, что вот этот очаг застойного возбуждения, если он сел, он никуда не девается, он не рассасывается сам по себе. Но он со временем выхватывает из окружающего еще отрицательные эмоции и подпитывается, и растет со временем. И как это все сказывается?
Вот этот организм обрабатывает информацию соответственно своим целям и задачам. А вот этот участок только хватает обиду и переводит вот эту информацию на блок анализа и синтеза. Питается. Вот куда уходит энергия. А сколько энергии уходит, чтобы не показать свою обидчивость, да? И вот сначала это проявляется так, ну, изредка в каких-то ситуациях. Потом это все больше и больше захватывает личность. В психиатрии это называется невротическое развитие личности, когда вот эта физиология комплекса. Вот, когда этот комплекс все больше и больше захватывает нейронов, расширяется в пределах мозга, сначала в правом полушарии, потом уже и левое захватывает. Вот, и человек уже строит свои программы поведения с учетом этой обиды. То есть он старается вести себя так, чтобы его не обидели. Он обычно боится получить замечания. Они очень исполнительные, обидчивые люди. Потому что боятся получить замечания. Они боятся обидеть кого-нибудь и очень чувствуют вину, если они считают, что они кого-то обидели. Потому что они знают страдания от обиды. То есть резко меняется личность с этим комплексом. Это схема. А представляете, сколько вторичных каких-то доминантных очагов на социальном уровне уже может эта обида сорганизовать. Еще дополнительные какие-то очаги. Теперь смотрите. Вот имеется этот комплекс у человека. Без комплексов людей нет. Сами по себе эмоции обида, вина – это социализирующие эмоции. Мы говорим тогда, когда эта эмоция уже вот эту систему создает и очень вмешивается уже в жизнь человека. А так это, ну, обиделся, проговорил, да. Муж пришел молодой с работы, кушать нечего, он обиделся, жена в следующий раз старается. Ребенку не подарили на день рождения, он обиделся, опять стараются что-то. Это такие социализирующие эмоции. Мы говорим крайние вот эти, когда комплекс формируется. Вот этот комплекс – это оппозиция в разуме. Вот этому комплексу невыгодно, чтобы вот этот макроорганизм был счастлив и энергетически обеспечен. Потому что тогда он теряет энергию. Как только вот у этого человека появились какие-то удачи, и он чувствует, задышал, ему хорошо-хорошо, комплекс ему организует обязательно какую-то ситуацию, где человек опять почувствует обиду и опять провалится. Потому что комплекс нуждается, это часть нашей психики, она обладает сознанием, обладает эмоцией и потенцией жить. Теперь смотрите, что получается. У нас, значит, вот эта система порочная, да, с которой мы приходим в этот мир, да? Социальный аспект и биологический. И получается, что благодаря патологической доминанте ничего нет плохого и хорошего, человек соединяется со своими чувствами. То есть возникает порочная, опять же, патологическая целостность. То есть в условиях вот этой вот социальный аспект, биологический аспект, человек ведет себя так, как он должен вести себя цивилизованного, да? Вот в психотерапии, пока добьешься, пока он даст тебе эту агрессию, которая у него в глубинах разума, а ведь эта агрессия, мы разбирали, у нас целая лекция была, как эти патологические эмоции сказываются на здоровье организма, это целая лекция. Вот. Получается, что патологическая доминанта в условиях вот этой, ну, порочной функциональной системы двухчленной, она играет связующую роль. То есть человек болеет, и тогда он понимает, что у него неправильно что-то где-то. И это может стать каким-то стимулом к развитию, вот как у меня, например, было, да? Что когда я уже совсем больным человеком занялась в 47 лет, вот, то благодаря вот этой психологии целостного мышления в 50 лет выздоровела по полной программе. То есть я 23 года живу без головных болей, энцефальных синдромов, почечных всяких дел, нарушений и вообще букета заболеваний. Вот. То есть то, что я вам все это говорю, это прожито еще индивидуально, вот так вот все, так по-крупному. В результате хорошей работы начинают хорошо работать структуры, имеющие отношение к долговременной памяти и к памяти вообще. И хорошо гормональная система начинает работать. И весь энергоблок начинает хорошо работать. И тогда человек не устает, поглощая большие количества информации и обрабатывая их по полной программе. Что если как его найти, этот очаг перевозбуждения?
продолговатом мозге, как до него добраться? Человек должен, наконец, понять, современный, да, это целая лекция, конечно, что все то, что он творит в этом мире, на самом деле, это его внутренний конфликт. И не надо решать, переносить это на человечество, на целые государства, так, на целые народы, а нужно решить каждому это себе. Это нужно внутри. Это я убедилась. Я работала в частном центре в Алмате на немецком аппарате, и мне как-то и читала лекции в институте. И одна курсант, психолог, прислала мне своего парня, 19 лет, значит, на этот аппарат и вообще с ним поработать. Значит, у него было такое мировоззрение. Он открытым текстом мне сказал: вот ваше все поколение – это быдло. И оно вообще не заслуживает никакого продолжения и никакого признания. Вот мы пришли – это новые люди, и мы все сделаем по-другому. Ну, аппарат работал, я тоже с ним разговаривала, мы в одном поле, потому что у него манжета на голове. Это очень интересный немецкий аппарат. Мы там находили вот эти волновые структуры, электрон – это частица и волна, то есть на уровне тела это белки записанные, а в разуме это какой-то образ, волновая структура, материя, энергия, информация. Вот. И, наконец, до него стало доходить. Он говорит, первый раз вот у меня мелькнула мысль, что, может быть, я не прав. Когда он двинул свою идею в военкомате, а ему дали направление в психдиспансер на консультацию. Я, говорит, тогда подумал, что, может быть, я и не прав. Может быть, да. Вот. Когда мы с ним докопались до сути, оказалось, что, значит, мать в разводе с отцом, отец с ним не общается, он подружился с отчимом, а мать развелась и с отчимом. Образы отца и матери, у меня вот есть статья такая по Юнгу вся разработанная. Образы отца и матери – это два костыля, на которые накручивается личность. А у него одного костыля не было. А если негативный образ отца идет, негативный, то он проецируется на общество, государство, нацию. Если знать вот эти вот параметры, и когда он наконец осознал это, он говорит, да у меня с души камень свалился. Вот, и мать мне потом сказала большое спасибо, он стал меня слышать. Мы, говорит, хотя мы можем с ним о чем-то говорить. А так она же быдло была в его глазах. И все. Вот. То есть, представляете, как вот работают вот эти комплексы в разуме. Они первичные какие-то садятся, потом вторичные на эти комплексы. И получается вот этот нафаршированный мозг, ну как он может усваивать информацию? Тем более сейчас нагрузка растет, и все больше каких-то предметов. Нагрузка у ребенка, да еще с 5 лет его там таскают по всем этим группам. Вот, нагрузка растет. Вот нам приводили в центр этих детей, 5-6 класс, уже 8 вообще никакие. Глаза потухшие, мать вот он лодырь, он учиться не хочет, он ничего нет. Мы его быстренько под аппарат находили, вот эти комплексы через аппарат на волновом резонансе гасили. Смотришь, 3-4 занятия, у него огонек в глазах появился у ребенка, у него энергия пошла, а потом на второй курс приходит и говорит, мать говорит, а вы знаете, он летом даже заработал немножко в компьютерном классе. То есть у ребенка интерес к жизни появился вот такой вот. Как быть детям, ну, или отец погиб очень рано, и вообще нету этого образа, да, или там мать растит одна. Как же быть? Вот? Надо создавать этот образ. Если рядом нет дедушки, тренера какого-то, да, старшего брата, дяди, вот, если в окружении нет, надо создавать, да, надо создавать этого капитана дальнего плавания, образ. В космос улетел, да? Да. Надо все равно создавать. Вот это большая ошибка, когда разводятся и начинают гнобить друг друга, все это. Это они просто роют яму своим детям, и все, они лишают их всякой опоры внутренней. Но это достаточно частая ситуация, особенно сегодня, когда у ребенка возникает негативное отношение как к матери, как и к отцу. Да. Работать над собой. Знаете, как-то мне на родительском форуме в Алмате дали 5 минут. 5 или 6, вот так. А потом говорят, нет, только 3 минуты. 3 минуты. Представляете, вот это, родительский форум. Но я успела только сказать, что
Я очень рада, что меня сюда пригласили, и очень рада, что заинтересовались, наконец, вовлечением родителей в воспитание детей. Дорогие родители, если вам что-то не нравится в вашем ребенке, идите к психологу первыми. Дело в том, что у матери с ребенком общее энергетическое поле примерно до 18 лет. Это мы убедились, работая на своем аппарате. Вот, потому что совсем маленьких детей мы не могли посадить под аппарат. Мы по определенной программе работали через разум матери, она держала фантом ребенка. Но представляете, при такой технике были сняты эпилептические припадки у 4-летнего ребенка через аппарат. То есть успокоили ему вот этот энергоблок и все. Вот. Когда я попросила, говорю, маме, вам бы тоже... я сразу спросила, какие у вас отношения между собой, папа и мама были. Потому что ясно, что если ребенок такое проявляет, и его когда завели к нам в центр, я думала, он разнесет его вообще по кирпичам. 4,5 года. Вот. Мама говорит, ужасный, мама учительница, папа инженер, ужасные. Вот как рожаю следующего ребенка, папа начинает мне закидывать истерики, что я его не люблю, а только детьми занимаюсь. То есть папа незрелый совершенно. С папой работать надо. То есть она сейчас, у нее 10-месячный здесь, 4,5 вот этот с припадками, и папа с его истериками, что она его не любит. Третий ребенок нашелся, да? Вместо того, да, если ты хочешь от жены что-то получить, так ты помоги ей, чтобы у нее время было для тебя. Так зрелый мужчина повел бы себя, правильно? Вот. Ну, в общем, такая ситуация. Я тогда говорю, мама, ну хотя бы вас тоже бы проработать. Она, да ни времени, ни денег. Я говорю, ну давайте я вас хотя бы продиагностирую. А когда стала диагностировать, аппарат отказался с ней работать бы, потому что у нее была кармическая проблема. Да, я говорю, мама, решайте вот свою проблему. А кармическая, это мы даем, значит, установку давали или через покаяние, воцерковленное там нет, мы говорим, что отношения со Вселенной у вас страдают где-то очень, очень глубоко на уровне высшего Я, получается, проблема. Что значит отношения со Вселенной? Это опять Бог. Ну, Бог виноват, да? Он не виноват. Бог ко мне жесток, да? Нет, Бог не жесток. Но у нее какая программа? Ей надо покаяние делать. Угу. Всяко бывает. Вот одна предприниматель, аппарат ее не взял. Мы занимались с ее братом, у которого гепатит С был. Он очень хорошо выздоровел на этом аппарате. Вот. А у нее кармическая проблема развязалась, когда она попала в ДТП, получила ушиб головного мозга и пришла к нам с потерей обоняния после травмы. И аппарат ее взял. То есть она решилась, какая-то проблема, она отработала через травму. То есть если высшее Я видит, что ты никак ничего с собой не делаешь, подсознание обязательно что-нибудь поможет. Оно обязательно поможет. То есть как может. Ситуацию? Да, и подкинет ситуацию. И ногу сломает, или заболеешь чем-нибудь. Или близкие там, или еще что-нибудь. Это Матрикс, аппарат Матрикс. Это изобретение доктора Шнайдера, Германия, а информационные ряды Йорк Бартель. Английский урок английского языка, пятиклассники из затрапезной школы города Алматы. Вот. Они выучили 4 времени глагола, топик, много новых слов, и они это все проговорили направо с улыбкой, налево с улыбкой, стоя вот так кругом. И они все ответили на 5, они все запомнили. Причем она совершенно не фиксировала внимание, если кто-то задерживался с ответом. А ну-ка все вместе. То есть все дети на уроке были успешные. И потом, когда по телевизору я видела этих же детей, Южная столица, у нас там канал был, и это рассказали об этом по телевизору, и девочку спросили, как понравилось. Она говорит, все бы уроки такие были, все бы уроки такие были. Девочка, которая вот передо мной сидела там, а я организовывала запахи вот эти там на уроке. Ну и смотрела, как Наталья Владимировна комнату готовит. Ну и, конечно, то, что я невролог, мне помогло вот это все оценить. А как она готовила? Она по периферии расположила макеты бабочек. То есть она из долговременной памяти, у меня это все расписано в этом же, в книжке расписано. Она из долговременной памяти подняла образ бабочки, природный образ, природный.
И я увидела, я сразу поняла, что она включает периферию сетчатки. Периферию сетчатки. Настроечную все это. Я сразу поняла, говорю: Наталья Владимировна, я все понимаю, все, что вы делаете. И то, что она делала вот на уроке, вот это с детьми, они слова произносят и записывают нам на мозжечок. И сюда проговорили, и так они проговорили, и все это. То есть они все записали, информацию и на моторику. Получается, что они создали вот этот образ, подняли бабочки, так? Они нарисовали эту бабочку, потом они представили эту бабочку и на бабочке нанесли информацию. И получается, что эта бабочка уже как образон, как биологическая дискета ушла, представляете, 125 миллионов палочек, и они все возбудились в процессе восприятия информации, и они записалась информация во всех отделах коры головного мозга. То есть стоит ребенку вспомнить бабочку, как он вспомнил сразу все 4 времени глагола, и там это, и все. Ну, вот у меня пример недавний аутист, вот как к тебе приходит. У него первое это заяц был. Заяц и все. Одно из первых слов заяц, он меня пришли вот прям по нулям. И мы вот вышли на речевой план, заяц. И вот мы этого зайца, он у меня тоже по всей комнате. Мы зайчика слушаем, про зайчика песню, мы про зайчика изображаем. Природный образ. Мы руками все зайчика, значит, моторику лепим. И зайчик у нас сидит, зайчик лежит, зайчик кушает. И так мы перешли на всю остальную речь. И все, он сейчас предложением полностью разговаривает. Очень быстро он выходит, весь дом, он всех заставил рисовать зайчиков. Потом я завела блокнот, у нас этот зайчик во всех вообще вариантах, я научилась рисовать во всех вариантах. Он заставил родителей, папа рисует, мама рисует, все пишем. И подключили потом... Родители развиваются. Родители вообще творчески раскрылись, там, вся семья рисовала. Через этого мальчика. И вот как бы этот зайчик у нас, да, запускал. Теперь смотрите, чем это оборачивается. Вот у меня стаж работы 48 лет. 30 лет назад этих детей не было. Не было. Сейчас идут, значит, с нарушением функции левого полушария, да, нарушение развития речи, заикание часто, да, тики часто, все участилось. Аутисты вот эти появились, так? СДВГ. Что такое СДВГ? Синдромы гиперактивности, дефицита внимания. Системный закон гласит, если какой-то компонент системы, да, у нас правое и левое полушарие, да, компоненты системы, да, что-то. Если какой-то компонент системы не используется, ну, скажем, вот там в процессе восприятия информации, да, ведь о генетическом способе преподавания говорил еще 200 больше лет назад Ян Амос Каменский. Но тогда не было знаний о физиологии мозга, это было его гениальное предвидение. Если какой-то компонент системы не используется длительное время, он начинает сам проявлять себя спонтанно. Да. Смотрите, мозг в матке, он растет сзади наперед, с затылка наперед, и справа налево. Получается, правое полушарие не используется уже сколько, да? Все на левом. Теперь рождаются дети. Или запертые в правом полушарии, аутисты. То есть связи не вырастают. Надо же, чтобы с левым было связано. Он, наверное, умный там, внутри. Но он не социализирован. В тяжелых случаях. Или рождаются с недоразвитием функций левого полушария. Целенаправленное поведение, которое позволяло раньше нас обучать, сели, смотрите на меня, вот так, и мы 45 минут сидели, да, послушно. Вот, сейчас они это не могут, потому что у них недоразвились связи с лобной корой. Лобная кора отвечает за целенаправленное поведение, а они у нее недоразвились. То есть у них правополушарное, как у маленького ребенка, вот это хаотическое. Вот он зайдет в кабинет, вот так вот ему все, везде надо, и все. Вот такое поведение, и все. 30 человек, 5 человек точно да. Будет только так вести. Или недоразвитие идет, значит, вот эти нарушения речевые, да, позднее развитие речи, там еще какие-то заикания вот эти идут, не выговаривают, там и все дизартрии, вот это вот все это. Потому что природа начинает этот крен вот так предъявлять нам вот так, чтобы вы увидели наконец.